Итак, всем привет на канале Беларусь Германии, и хочу сразу извиниться, сегодня все видео будет снято вот на GoPro Hero 9. Но я очень надеюсь, что она справится. Так, и о чем же сегодня будет тема нашего видео? Интересно. Ну, у нас же мама медик, вот и дети уже с детства тренируются, выбирают правильную профессию. А как же все разложили, а? Вообще красота. В итоге сегодня поговорим отвечу на вопрос, который часто задавали по поводу наших с женой детей. Они принадлежат мне и жене. Как бы мы делим их на двоих поровну. Как прошла у детей адаптация при переезде, как быстро они выучили язык, как они себя чувствуют, какие школы посещают, если там русскоязычные дети, если там в садике русскоязычные дети. В общем, это будет первое, на что мы ответим. Потом я расскажу, как я сходил наконец-то на свое первое родительское собрание в Германии. Это, правда, было в детском саду. Но это было интересно. Это было немножко отличалось от того, что я посещал собрания в детском саду в Беларуси. Ну, про это тоже поговорим. Ну и, в общем, сегодня хорошая погода. Походим по городу. Там мы пообщаемся, наверное. Кстати, они обсуждали, что к одному из них на выходных приезжает бабушка, и надо что-то приготовить покушать. Приятная парочка. Так, меня немножко отвлекли. В итоге дети приехали с практически нулевым знанием языка. Про мелкого я вообще молчу, он и русский толком и не знал, и немецкий вообще по нулям. Дочка успела походить, наверное, месяц, чуть больше к репетитору, чтобы научиться читать хотя бы по-немецки, сказать, что и Хайсе, София, что-нибудь такое самое примитивное. Все. И когда она пошла с января в немецкую школу, там не было русскоговорящих учителей. У нее одноклассница была только одна русскоязычная, наша соседка, кстати, но их разделили специально, чтобы они не коммуницировали на русском языке. Вот все, отделись полностью от русского языка, это была самая главная задача. И спустя полгода, я вам хочу сказать, ребенок уже практически свободно для того уровня, в котором она находилась, разговаривал без каких-либо проблем или препятствий. Касательно мелкого, ему было, конечно, тяжелее, потому что Соня постарше, она могла что-то где-то недопонять, попытаться объяснить руками. У малого, он был в саду, он сейчас в саду, вот за ним, кстати, иду. Ему было немножко, наверное, тяжелее, я не знаю, можно ли сказать, что это тяжелее психологически, потому что у него вообще тут еще возраст, когда осознанности практически нету. Но как-то пошел. В садик он пошел, как и в Беларуси, да, поначалу плакал чуть-чуть, потом все, привык без каких-либо проблем. Сейчас дома я не разговариваю с ребенком на немецком языке, потому что я не хочу давать ему свои ошибки, это логически. Мы дождались логопеда, потому что у нас проблемы с русским языком, не все буквы выговариваем, и само собой тут подтягивается на автомате и проблемы с немецким языком. Как вам скажу, мы дома никогда не коммуницируем на немецком, как я и только что сказал. Повторяюсь постоянно. Однажды мы пошли в гости к немцам, к нашим немецкоговорящим друзьям. И вот все общение было на немецком языке, что-то как-то Марк. Вот он просто взял и переключился. В один прекрасный момент я услышал, как мой сын говорит просто на немецком языке. Он понимает, он изъясняется, он отвечает. В общем, он разговаривает на немецком языке. Это было очень интересно. То же самое происходит с логопедом. Так как мы ходим к логопеду, который говорит только на немецком языке, он мне пытался сказать, что вот, надо дома разговаривать по-немецки с ребенком. Я говорю, свои ошибки не хочу давать. И самая главная причина, что я хочу, чтобы мой ребенок владел двумя языками. И немецким, и русским. А не только немецким. Потому что он очень быстро забудет русский. И все. В общем, к чему я веду? И дочь уже спустя почти 2 года, мы сейчас с ней даже когда ссоримся, ругаемся, она уже выражает свои мысли на немецком. Она когда быстро что-то хочет сказать мне, папа начинает злиться, она начинает мне просто по-немецки высказывать. Я говорю, Соня, я тебя не понимаю. Я не могу уже по-русски тебе это сказать. Ну вот, все. Так что дети адаптировались очень быстро.
без знания языка практически. Ну, мелкий так вообще его не знал. И за детей вообще не бойтесь. И та категория людей, которая говорит: вот, это же дети учатся быстрее. Нет, дети не учатся быстрее. Дети просто находятся больше в немецкой среде. Вот и все. Потому что ребенок пошел в сад, только немцы, только по-немецки говорили. И дочка пошла когда в школу, только немецкий язык. Поэтому, да, через полгода у них практически уже свободный язык. Ну, у дочки, у мелкого, там еще и с логопедом. Все к школе, я думаю, пойдет. Так что не бойтесь. Никаких барьеров по изучению языка нету, я считаю. Я вот это осознал на себе. В одном из видео я вот ссылочку оставлю здесь. Я рассказывал, как я учил язык. И главное не то, что там сколько тебе лет, а то, что какие барьеры ты строишь в голове. Потому что у детей нету барьеров. Допустим, мы когда приходим в школу немецкую, вот как я хотел, мне иногда хотелось просто встать и уйти. Иногда я просто думал: а я не пойду сегодня в школу. Я не шел. У меня был выбор, я осознанно его делал. У ребенка этого выбора нет. Он пришел в школу, он понимает, он не может встать и уйти со школы. И находясь в этой среде, он просто моментально учит язык. То же самое и с нами. Если мы будем находиться в этой среде, то мы также выучим немецкий язык. Так что адаптация детей прошла великолепно. Сейчас немножко, наверное, для гомельчан вставочка. Вот у нас есть районы, застройки времен ГДР. И когда я по ним хожу, это как будто я не уезжал с Сельмаша. Такие же панельки, я так понимаю, построены по тому же проекту, что строился Советский Союз в те времена. Так что есть у нас тоже вот такие интересные районы, потому что наша земля — это та земля, которая находилась в земле ГДР в свое время. Восток. Мы-то находимся в Восточной Германии, так что иногда идешь и наслаждаешься. Дедушка даже кустики подстригает. Но так Сельмаш. Все, допил я кофеек. Можно и взяться за рассказ. В итоге было в родительском собрании. У меня сын в следующем году должен пойти в школу и сейчас посещает сад. Ну вот, пригласили нас, пришли мы. Собрание проходило отдельно для группы, для родителей, ну, нашей группы, не для всех. Нет, это было не все общее. Длилось оно порядка часа, и за это время нам рассказывали только о том, как они занимаются с детьми, как они развивают детей, как они готовят к школе, как дети коммуницируют с другими своими, хотел сказать, сокурсниками, коллегами по детскому саду. В итоге было все в такой позитивной атмосфере, интересно. Моего знания языка хватило, чтобы понять все, что до нас доносили. Там мы проголосовали, выбрали старшего администратора группы, который будет за что-то отвечать. Я так и не понял, за что. Но он будет за что-то отвечать. Это очень важный, наверное, человек. Показали игры, именно вот те самые игры, в которые они играют, развивающиеся, да. И, во-первых, очень сильно удивило наличие этих игр. Это было огромное количество вот в нашей группе. Ну, классно. Вот за час я ни разу не услышал, что надо сдать на окна, на бумагу для окон, там еще на что-то, на третье, на какие-то моющие средства, которых постоянно не хватало вот у нас в садике. Как-то все вот прошло в таком позитивном ключе, без поборов. Сад, я напоминаю, у нас бесплатный, потому что по закону, если у вас двое детей, один ребенок посещает школу, то за сад вы не платите. Потому что очень много людей начинают писать: алло, что, мол, ты не рассказываешь, там, вы за то должны платить, за это. Ну, вот говорю, как оно есть, сад бесплатно. А также нам сказали, что сейчас похолодало, и ни в коем случае там не одевайте детей своих очень тепло, чтобы они не... чтобы им не было сильно жарко, потому что у нас постоянно в садике поддерживается одинаковая температура, и им комфортно, что летом, что зимой одинаково, как бы, все. Не надо там одевать по 3 кофты в сад, все, просто маечка, и вот мелкий мне... Я его прихожу, он переодевается в майке в садике и находится все время. Что еще? Ну, не знаю, мне понравилось, да, я ничего не хочу сказать, что там хуже намного в Беларуси, нет, все так же. Но здесь больше уделяется внимание детям непосредственно, а не проблемам садика, как это у нас происходит. Я понимаю тоже этих заведующих детских садов в Беларуси, у которых нету там никакой поддержки.
А им, я очень надеюсь, что хочется, чтобы детям было более комфортно, поэтому начинаются эти вот поборы на окна, там, на полы, на краску, там, на 3-10. Да, потому что, ну, государство этого не спонсирует, наверное. Здесь все немножко по-другому. Это детский сад, тут проблема номер один – это ребенок, и они пытаются сделать все, чтобы было комфортно детям, а не тот, кто над садиком. Так что это вот такой краткий обзор того, как я сходил на собрание. Ну, вот то, что я там ощутил, ощущал. Чищу, пишу через У. Что-то у меня начинает заедать уже языковой. Проблемы с языком становятся. Да уж, ножки нету, так что не буду покупать. Так, у нас суббота наступила, я тут потиху собираю сумку. Пойдем. Сегодня же выходной день, а значит, надо делать влог. Да, я уже снимаю. Надо делать влог выходного дня, так что берем камеру. Что будет во влоге, будет интересно, посмотрите во влоге выходного дня. В общем, я думаю, про сад и про интеграцию детей я так с большего нормально донес. Ладно, все, будем прощаться, а то надо идти уже снимать, суббота.